Здравствуйте, друзья! Я очень рада приветствовать вас на канале по вязанию. И в этом видео я хотела бы поделиться с вами информацией, как я связала свой Хейвард. Что такое Хейвард? Хейвард – это джемпер регланом сверху вниз. Но у него есть свои особенности. А именно, горловина представляет собой широкую, такую плоскую горловину. На плечи мы отдаем петли всего лишь 2,5-3 сантиметра. Вот такой небольшой участочек при разделении петель после вывязывания горловины. И сама линия реглана представляет собой 30, а то и более сантиметров. Вот такая вот большая глубокая линия реглана. Вязала я свой Хейвард из пряжи Yarn Art Flowers. Это цвет номер 280. Состав вы наверняка уже знаете. Это пряжа не новинка. 55% хлопок, 45% полиакрил. В мотке 250 грамм, 1000 метров. На мой Хейвард с рукавом где-то 3/4 ушло у меня 370 грамм. Я вязала из 2 мотков. Примерно в каждом 18 ряду я проводила смену нити. Вот. В основном смена нити шла по рукавам, ну и по переду также у меня шла смена нити. Сама пряжа очень приятная в вязании. Хоть я и вязала на спицах 2,5, вязать получается быстро, легко, интересно, потому что пряжа такая вот шелковистая, с таким интересным блеском. И при вязании хочется каждый раз перейти на новый цвет. Видите, сколько много тут цветов. Поэтому вязать хочется и быстрее перейти на новый цвет. Поэтому связалась довольно-таки быстро лицевой гладью. В этом джемпере я решила использовать номер спиц 2,5, хотя и многие вяжут эту пряжу и на спицах номер 3. Я тоже один из своих джемперов из этой пряжи связала номером 3, но со временем как-то мне показалось, что он очень сильно растянулся. Я решила все-таки попробовать спицы меньшего размера, чтобы полотно было более плотное. Не знаю, как будет это в носке, но надеюсь, будет хорошо. По размерам. Горловина здесь 60 сантиметров. Длина рукава после разделения 15 сантиметров плюс резинка сантиметра 3. Резинка у меня выполнена с вытянутой лицевой. И далее 2 ряда полой резинки и сшивания иглой. В длину у меня весь джемпер представляет собой 61 сантиметр. Также здесь короткая резинка 3 сантиметра. И точно так же выполнены 2 ряда полой резинки. Вот, а сама резинка с вытянутой лицевой. Вообще, надо сказать, что эта пряжа резинку не держит. Но вот эта вот с полурезинкой, она менее всего подвержена вытяжению. Более аккуратно, чтобы не сильно уже совсем прям растягивалось внизу это изделие. Так, и по ширине 59 сантиметров. Горловина у меня выполнена руликом. Вот так вот, можете вы обратить внимание. То есть я сначала одним цветом набрала обычным методом длинный хвост, набрала и провязала 9 рядов. Далее я отложила и взяла более контрастный цвет. Это вот он где-то идет 3-й, наверное, да? Или 4-й даже. Ну, в общем, чтобы более выразительно смотрелось. Я провязала здесь 14 рядов, точно так же длинный хвост. Обычно лицевой гладью я провязывала. И потом я приложила, вот смотрите, лицевая гладь
и сверху еще одна лицевая, как бы друг на друга сверху. Я приложила и провязала вместе по 2 петли. Вот так я перешла. И далее я уже этим цветом, первый, который был, продолжила вязать. После того, как я соединила, здесь вывязан росток. Росток вывязан укороченными рядами немецким методом. Посмотрите, на этой пряже, ну не сильно, я бы сказала, эти дырочки не бросаются, места разворота. Вот здесь у меня по плечу, у меня 3 петли разворота. Ну, мне кажется, не сильно это бросается. По переду 4 петли разворота. В общем, мне кажется, это не видно. Так, друзья, как эти петли я распределила при вывязывании ростка и регланных линий. Образец я связала примерно на 40 петель и 44 ряда в высоту. И у меня образец получился 10 сантиметров. 10 сантиметров в высоту и 14 сантиметров в ширину. И это уже после стирки. До стирки в ширину было 13 сантиметров. То есть высоту образец не изменился после стирки, а в ширину немного, видимо, петли разровнялись, он немножко вытянулся. И, соответственно, у меня плотность вязания в сантиметре 4,4 ряда. Вот, и вот это вот 2,800 и так далее петель на 1 сантиметр. И, соответственно, вот эту вот плотность я взяла для расчета горловины. И у меня получилось, что горловина, ну, как бы я посмотрела, как вяжут, в основном берут вот 60 сантиметров. Это достаточно глубокая горловина. У меня обхват головы 57 сантиметров. Ну, то есть вот 60 сантиметров это не маленькая горловина, надо сказать. Ну, на фотографиях вы посмотрите. И вот у меня получается 170 петель. Вот. Вот это вот мои, как бы, росток мой, да, как я его формировала. Получается, я из 170 на регланной линии я отвела по 2 петли. То есть я отняла все регланные линии, это 8 петель. 9 петель это у меня петли на рукава. То есть это вот я тоже по плотности высчитала, сколько будет 2,5-3 сантиметра. Я перевела, у меня вышло 9 петель. И остается у меня 144 петли, если отнять регланные линии и петли на рукава. 144 разделить на 2, это получается, что по 72 петли нам необходимо отвести наперед и спинку. Но надо учитывать наши точки разворота по плечу. Ну, как правило, на таком маленьком количестве петель берут 3 точки разворота. Вот. И, соответственно, раз 3 точки разворота, то мы должны петли на спинку уменьшить на 3 петли. И 3 петли добавить к петлям наперед. Так как при вывязывании вот ростка, да, мы будем добавлять с двух сторон, вывязывать и регланные линии, также при вывязывании ростка. Соответственно, у нас петли по спинке будут прибавляться. И у меня получается 75 петель и 69. Ну, я решила, как бы лучше, чтобы это были четные числа. И одну петельку из спинки перекинула наверх. И, соответственно, вот у меня распределились петли так. Спинка 68, перед 76, по 2 петли на регланной линии и по 9 петель на плечи. Точки разворота у меня 3 по плечу, через 3 петли, 3 петли и 2 петли. Если вдруг у вас петель здесь будет больше,
то все равно оставляйте одну петлю перед регланной линией, чтобы было вот какое-то количество петель между точкой разворота и регланной линией. Ну, чтобы здесь вот аккуратно, красиво смотрелось. Поэтому я вот так вот распределила 3 петли, 3 петли, 2 петли, это на точках разворота, и 1 петля у меня перед регланной линией здесь остается. Вот. По переду у меня 4 точки разворота, и получается вырез более такой вот овальный. По 3 петли 4 раза я разворачивалась. Начало вязания у меня вот в этом месте, между двумя петлями регланной линии. И далее, потом я начала делать прибавки в каждом нечетном ряду. То есть в первом, третьем и так далее. И прибавки я делала 24 раза в каждом втором ряду и 16 раз в каждом четвертом ряду. Вот здесь вот вот так вот выглядит регланная линия. Это 2 лицевые у меня. И накиды я делала из протяжек. Вот так вот аккуратно это смотрится. И вот так вот я, получается, 15 сантиметров я делала прибавление в каждом втором ряду, и потом 15 сантиметров в каждом четвертом ряду. Но в принципе, если на эту длину делать прибавки в каждом третьем ряду, то в принципе потом получится такое же количество петель. Если вам надо количество петель больше, вот чем у меня, чтобы пошире получилось изделие, то вам, возможно, надо делать прибавки, допустим, 15 сантиметров в каждом втором ряду, потом 15 сантиметров в каждом третьем ряду. А возможно, на всей протяжении вашей регланной линии вам необходимо делать прибавки в каждом втором ряду. Но это надо смотреть уже непосредственно по плотности вашего вязания. После того, как я связала реглан, у меня вышло 30 сантиметров, но после стирки немножко полотно выровнялось, и получилось у меня примерно 31,5 вся регланная линия моя. После этого я на подрез отвела 9 петель. Посередине я сделала изнаночную петельку и продолжила вязать так до необходимой мне длины. Вся длина у меня 61 сантиметр. А петли рукава, получается, на подрезе у меня вышло 11 петель. И потом в каждом втором ряду 5 раз я их убавила с двух сторон. И далее уже без убавлений я продолжила вязать. Также у меня вот имитация шва, это одна изнаночная петля. И точно так же, без убавления, потому что по ширине мне здесь необходимо было 30 сантиметров. Я 15 сантиметров вязала без всяких убавлений. И потом я, правда, когда переходила на резинку, я одну петельку здесь убавила. Получается, было нечетное количество у меня. Прибавки по регланной линии рукава у меня точно так же, как и по телу. То есть сначала 15 сантиметров в каждом втором ряду, далее 15 сантиметров в каждом четвертом ряду я вязала. Вот. Ну и дальше я, что можно сказать, вот длину изделия я отвязала, сколько необходимо, и вывязала 3 сантиметра резинкой и закрыла методом сшивания петель. 2 полых ряда отвязала и сшила иглой. А еще не сказала, что по ростку у меня, смотрите, вот у меня перед росток мне дал примерно 4 сантиметра. Вот так. В общем, ничего такого мудрого нету в этом изделии. Мне понравилось, как смотрится. Единственное, что, конечно, под верхнюю одежду это изделие не одеть, так как оно, во-первых, такой глубокой линии реглана, а во-вторых, это полотно, эта пряжа, она мнется. Так, вроде бы все сказала основную информацию. Будут вопросы, задавайте, буду отвечать вам
с удовольствием. Вроде бы все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.